Страна, которая ассоциируется с банками, часами и шоколадом. Мы с вами в Швейцарии, а именно в Цюрихе. А Цюрих популярен тем, что в нем более 50 музеев, а также более 1000 питьевых фонтанов, как вот этот. Город Цюрих является столицей кантона Цюрих и крупнейшим городом Швейцарии. Цюрих, он считается банковской столицей страны и одним из важнейших финансовых центров мира. Это также самый богатый город Европы с низкой налоговой ставкой, идеальное место для ведения бизнеса. В швейцарском Цюрихе есть свой маленький островок Поднебесной империи. Мы с вами в китайском саду. Тут уже и ранней весной расцвели цветы, и можно наслаждаться красивыми домиками. За оказанную в послевоенные годы помощь по организации системы водоснабжения Куньмин подарил своему городу-побратимому кусочек своей культуры – китайский сад. Парк посвящен 3 главным растениям – сосне, бамбуку и японской сливе муме. Их еще называют «три друга зимы» за способность выжить даже в самом холодном климате. Цюрихское озеро расположено в восточной части Швейцарии на территории 3 кантонов. За последнее столетие озеро дважды полностью замерзало в 1929 году и зимой 1982-1983 года. На данный момент существует 3 типа туров. Маленький, который составляет 1,5 часа, большой на 4 часа и по верхнему озеру, который будет длиться 7 часов. Однако, если вы ищете что-то необычное, то советуем отправиться в круиз на специальных старинных колесных пароходах. Озеро примечательно тем, что для жителей оно является сосудом экологически чистой питьевой воды. Набережное озера в Цюрихе огибает его с 2 сторон. Часто на набережной играют талантливые уличные музыканты, придающие месту еще больше привлекательности. Мы с вами находимся в музее FIFA в Швейцарии. Посмотрим, что же тут нас ждет. На 0-м этаже размещена экспозиция «Планета футбол». Она об истории FIFA. На стендах можно почитать о каждом чемпионате мира и его героях. В центре радуга из 211 маек всех сборных планеты. В музее находится множество сенсорных табло. Например, если на интерактивной карте мира кликнуть на любую страну, всплывает окошко с информацией о ее спортивных успехах. Экспозиция посвящена основанию FIFA и включает в себя множество артефактов, в том числе первый устав организации, старые бутсы и мячи. Главный экспонат музея – кубок Жюля Риме. Этот трофей вручался победителям чемпионатов мира по футболу до 1970 года. Забавный стенд со всеми талисманами чемпионатов мира. Билет в этот музей стоит примерно 25 евро. Мы с вами находимся в парке скульптур Бруно Вебера. Весь парк разбит вокруг дома художника и насыщен разными мифическими и сказочными созданиями, такими как разные растения, драконы и разные другие животные. Парк изначально задумывался как место для резиденции художника. Вокруг дома разбит парк, который включает в себя целый ряд зданий, павильонов, арок, фонтанов. Бруно Вебер был в мире мирового и швейцарского искусства абсолютным неформатом, предпочитая работать свободно, не ограничивая себя жанровыми, техническими, идеологическими или какими-либо иными рамками. Несколько лет территория была в запустении, а фонд, владеющий парком, практически обанкротился.
Однако в 2016 году была разработана долгосрочная концепция развития, и парк обрел новую жизнь. Вход в парк стоит 15 франков. Вся линия Полибана – это только две станции – Верхняя Университет и Нижняя набережная Лимата. Нижняя станция располагается в жилом доме 1888 года постройки. Вход находится прямо у кофейни Starbucks. Верхняя – это старое деревянное строение традиционного швейцарского сельского вида. Эта линия была запущена в ход в 1889 году на радость студентам Цюрихского университета, которым не приходилось больше карабкаться от набережной вверх по холму. Ехать между станциями около 175 метров. Казалось бы, немного, но при крутом уклоне в 23% и разнице высот более чем в 40 метров это серьезное подспорье, если вы изучаете город пешком. Этот популярный у горожан фуникулер в год обслуживает более 2 миллионов пассажиров. В ботаническом саду Цюриха можно увидеть множество видов представителей флоры, а общее количество растений превышает 1 миллион. Они представляют самые разные экосистемы, начиная от тропических лесов и заканчивая альпийскими лугами. Наглядно можно посмотреть годовые кольца деревьев или узнать вес разных пород деревьев. Самый большой цветок в мире расцвел в Цюрихе Титан Арум в мае 2023 года и вырос до 125 сантиметров. 3 теплицы расположены в разных климатических условиях. Одна используется для модерирования тропического климата, другая представляет климатические условия субтропической зоны, а третья – условия зоны саванны. Старый город Цюриха прекрасен в любое время года. Можно полюбоваться Фраумюнстером или церковью Святого Петра, самым большим циферблатом в Европе и красивейшим убранством внутри церкви. Но мы отправимся в Гроссмюнстер, где при входе нас встретят необычно красивые двери, и поднимаемся наверх, чтобы насладиться прекрасным видом на сам город и Цюрихское озеро. С башни открывается бесподобная панорама всего города и имеет мало конкурентов в городе по красоте. Мы с вами находимся на площади возле церкви Гроссмюнстера, а сзади нас открывается прекрасный вид на церковь Фраумюнстер, которая знаменита тем, что в ней находится орган с более чем 5500 труб. По Цюриху приятно гулять с теплым чаем в руках, сидеть на набережной, наблюдая за рекой и старыми домиками, или прогуливаться по центру и наслаждаться окружающей те красотой и альпийскими коровками. Питьевые фонтанчики являются частью швейцарского стандарта общественного ресурса на благо каждого.
Фраумюнстер пользуется огромной популярностью среди туристов за витражи, богато украшенные рукой художника Марка Шагала и швейцарского скульптора Аугусто Джакометти. Во Фраумюнстере находится самый большой в кантоне орган на 5799 труб, а в подвале находятся остатки самой первой часовни, что была возведена еще в далеком 853 году легендарным королем Людвигом II немецким для его дочери по имени Хильдельгарда. Цюрих – это увлекательный город, где сочетаются богатое культурное наследие, природная красота, возможности для активного отдыха и многочисленные развлечения. Это делает его идеальным местом для посещения и исследования.